Добрый день, друзья! В прошлом году вышло на канале много видео по поводу разработки и реабилитации пораженной верхней конечности. Но все равно остаются вопросы постоянно идут, как разрабатывать, как с парезом, как с пластикой, как с плегией работать. И поэтому я подумал и принял решение снять такую серию видеоматериала по пальцам, кисти, предплечью, по верхней конечности от и до. То есть как бы это та схема, которую можно будет использовать всем. Ну, однозначно нельзя сказать, что она всем подойдет, потому что все-таки вы понимаете, что оптимально добиться эффекта можно тогда, когда комплекс упражнений разрабатывается непосредственно под пациента. Когда специалист знаком с историей пациента, с историей заболевания пациента, когда он его видел двигательный дефицит, потрогал руками спастику или плегию, посмотрел объем движения в суставах и так далее. Но я постараюсь как-то некоторым образом усреднить этот материал, чтобы все им могли воспользоваться. А самое главное, поняли, как надо работать с кистью, пальцами, с мышцами предплечья, чтобы это было эффективно, не травматично, потому что, к сожалению, особенно при спастике, очень много травм люди наносят сами себе, разрабатывая кисть, пальцы. Понятно, что в одно видео это, к сожалению, не поместится, либо если поместится, оно будет очень большим. Поэтому я разобью это на части, и синхронизация этих частей будет четко соответствовать порядку действий ваших при работе с конечностью. Смотрите, я буду говорить как про парез, как про спастику, так и про плегию. В каждом видео будет часть, касающаяся тонуса, и часть, касающаяся вялого пареза, когда тонуса в мышцах нет совсем. Давайте начинать нашу первую часть работы с кистью, пальцами и предплечьем при всех видах пареза от и до. Давайте приступим. Итак, первая часть нашего видео будет посвящена подготовке конечности к дальнейшей активной работе. Мы понимаем, что в большинстве случаев либо это вот такая рука, да, либо это висящая рука, и, к сожалению, во многих случаях при вялых парезах пальцы до конца не сгибаются. То есть контрактуры бывают как в сгибательном положении, так и в разгибательном, когда нет возможности согнуть пальцы. Для того, чтобы нам все-таки восстанавливать руку, для того, чтобы нам тренировать движение, переводить движение из пассивного положения в активное положение, то есть в активные движения, нам, собственно, нужен объем движений. И если рука у нас зажата, либо разжата и не сжимается, то движение восстанавливать не получится. Поэтому перед тем, как первое, скажем так, звено начала ваших занятий с рукой будет состоять в подготовке руки к занятиям, скажем так, извините за тавтологию. Поэтому сегодня будем говорить об этом. Частично коснемся массажей, частично коснемся фиксации, то есть некоторые манипуляции будут у вас повторяться в рамках одной процедуры.
Допустим, при спастике гипсовая лангета используется для подготовки к занятиям и используется после занятий для пролонгации упражнений, для фиксации правильного положения. И начнем мы, давайте, все-таки с плеги, потому что, ну, чуть-чуть попроще, чуть-чуть поменьше, хотя тоже проблема, но в плане вот подготовки конечности с плеги чуть проще. Итак, мы имеем руку. Мы имеем руку абсолютно не готовую. С точки зрения физиологии, для того, чтобы движения восстанавливались, должно быть хорошее кровоснабжение в области, с которой мы работаем. В данном случае это предплечье, это кисть, это пальцы. Поэтому обязательно такой легкий подготовительный массаж. Если мы говорим о массаже при плегии, то он должен быть чуть жестче, чуть интенсивней, чем при спастике. То есть при плегии нам наоборот надо мышцы стонизировать, создать сильный приток крови. А при спастике нам надо снять вот эту спастичность, задать определенную эластичность мышцам, мягкость мышцам, чтобы они, скажем так, чтобы мы могли придать руке, кисти, пальцам более-менее правильное положение. Итак, массаж. Видео по массажу есть, но в частности. То есть мы начинаем всегда работать с вышележащего участка. Погладили, поразминали. То есть у нас, смотрите, я не буду показывать какие-то профессиональные приемы. Я буду это показывать так, чтобы вы могли сами справиться, не имея, скажем так, специального образования массажиста. Поэтому у нас есть разгибатели, у нас есть сгибатели с двух сторон. Вот их мы и должны промять. Прям можно хватать рукой. Вот смотрите, кисть у меня полностью расслаблена, какие-то движения в пальцах есть. Можно большим пальцем поработать. Я буду руку заворачивать к камере, чтобы это было видно. Можно 4 пальцами прям вот прогладить руку. То есть походить вверх-вниз. То есть здесь как бы направление с точки зрения физиологии нам не так существенно важны. Вот. То есть фактически верхнюю часть растереть. То есть вот это мы все делаем с предплечьем. То есть готовим, задаем некий хотя бы такой механический тонус для мышц. Погладили. То есть на массаж у вас должно уходить, примерно минут 5, не больше. Минут 5 этого достаточно для того, чтобы более-менее подготовить конечность к дальнейшим занятиям. То есть растерли. В случае с плегией, когда движений нету, можно такими массажными движениями механически посокращать мышцы, пособирать мышцы. То есть смотрите, мы идем, вот у меня сейчас пальцы полностью, вот я их расслабил, то есть так как есть. Рука лежит просто. Вот. Начинаем от чуть выше лучезапястного сустава и достаточно сильно нажимая идем по сгибателям вверх. Вот видите, что происходит? У меня пальцы сгибаются. Вот они, сократились. То есть сгибатели сократились, пальцы сжались. Если мы пойдем обратно, то они начнут разгибаться. То есть вот эти движения вперед-назад достаточно активны. Вы не смотрите, насколько это получается. Смотрите, у нас сгибатели, они чуть-чуть уходят внутрь и чуть-чуть уходят к наружу. Вот. То есть здесь мы ходим по всей руке. Можно ребром ладони. Можно просто вот схватить за ту самую толстую часть предплечья. И вот видите, я скручиваю, я захватил разгибатель, пальцы начинают разжиматься. Поэтому здесь вот именно собирающими такими движениями мы достаточно сильно нажимая, проминаем руку. Если также можно поступить с разгибателями, то здесь может понадобиться валик. Положили руку на валик, чтобы кисть чуть-чуть повисла. И начинаем также
разминать их. Внимание, у меня рука абсолютно расслаблена. То есть вот те движения в пальцах, которые вы видите, они идут исключительно механическим путем за счет сокращения сгибателей, механического сокращения сгибателей. То есть вот уже какую-то часть, какие-то движения мы получили, пассивные, причем даже не трогая руку. Это полезно, это хорошо для формирования двигательного навыка. Что еще при плегии очень часто? Очень часто не сжимаются пальцы, то есть законтрактурили пальцы в положении разгибания. То есть сжимать больно. Поэтому отработали предплечье, поработали с лучезапястным суставом, вот именно суставную щель нашли, ее надо растереть. Как вы ее будете растирать? Ну, вот вам удобней поперек растирать. Растирайте поперек. Вам удобнее там вот штрихами растирать, растирайте штрихами. То есть здесь не важно, главное повысить локальную температуру, чтобы связки прогрелись. Потом мы пошевелили, да, посгибали, поразгибали кисть. Друзья мои, пожалуйста, не надо максимальных амплитуд. Делайте так, как у вас позволяет здоровая рука. То есть, как правило, у нас движения в суставах, они одинаковые, амплитуды одинаковые. Поэтому, если у вас здоровая рука при активных движениях сгибается вот настолько, а разгибается вот настолько, значит, то же самое надо делать на парализованной руке. Не надо, чтобы она загибалась дальше. Вот, потому что некоторые аж дугой выгибают руку, это неправильно. И еще раз, обратите внимание, я не хватаю за пальцы, я работаю за кисть, за ладонную поверхность. Потому что многие берут пальцы вот так вот, хлоп, и вот так выгибают. И потом пальчики вообще гнутся в совершенно невероятных, под невероятными углами, как у инопланетян. Не надо, это травматизация суставов, и этого делать не надо. Вот. Также вы можете накрыть кисть плотно и прижать пальцы. И если плечо работает, позгибать вот таким образом. Совершенно спокойно, но это больше подходит для разработки спастики. Это удобное движение, я к нему вернусь. Итак, у нас контрактура, у нас не сжимаются пальцы. То есть мы начинаем, проработали лучезапястный сустав, мы начинаем работать с пальцами и с ладонью. То есть здесь тоже мышцы на ладонной поверхности. На тыльной поверхности они есть, но они глубоко, до них добраться сложно. Но также растереть массажными движениями, прям вот между фалангами, как они идут, растереть. Растереть можно всю ладонь, все пальцы. Растираем мы это все. То есть мы повышаем локальную температуру, чтобы это все согреть. Переворачиваем руку также с ладонью. Потом каждый пальчик по отдельности надо потереть. Потереть все пальцы. Все пальцы надо растереть. Можно понажимать на ногтевые пластины. Нажали, отпустили. Нажали, отпустили. Такой своеобразный насос, приток крови к самым кончикам пальцев. То есть вот эти нажимания и отпускания, то есть вы выдавливаете кровь из капилляров, отпуская, она обратно притекает. То есть кровоток очень важен для нашей парализованной конечности. Итак, растерли. Еще раз говорю, на всю руку, включая предплечье, ладонь и пальцы, на массаж у вас уйдет где-то 5 минут. Больше не надо, потому что если вы на один массаж будете тратить там полчаса, то извините, сколько вы будете в общем заниматься. Поэтому здесь вообще занятия рукой у вас должны занимать не более получаса активной работы. И еще где-то можно 20 минут потратить на электромиостимуляцию. И, соответственно, потом уже после всех упражнений лечение положением, там в лангете или в бинте, сейчас я к этому еще раз вернусь, до часа. До часа совершенно спокойно. Больше не надо. Больше не надо. Это травмирует, ограничивает кровоток, травмирует суставы. Не надо этого делать. Итак, возвращаемся. У нас плегия, но у нас
не сгибаются пальцы. Все, рука разогрета. Мы начинаем потихонечку по одному пальчику или все пальчики сразу начинаем сгибать. Смотрите, у нас раз фаланга, раз сустав, два сустав, три сустав. То есть это тоже сустав. Это все у нас должно гнуться. Поэтому мы прорабатываем. Все, начинаем с дальних отделов. Чуть-чуть погнули. Потом захватили 2 суставчика. Чуть погнули. Потом захватили 3 суставчика. Чуть погнули. Опять же, у каждого свои амплитуды. То есть кто-то начнет вот с таких минимальных движений. Кто-то легко сразу сложит ладонь. Не забываем также про большой палец. Им тоже надо работать. Если вдруг, смотрите, друзья мои, если вдруг, совсем плохо гнется рука. Здесь можно немного разделить занятия, то есть вот эту подготовительную часть сделать, потом лечение положением, небольшой перерыв, и потом уже вернуться дальше к занятиям. Значит, что такое лечение положением? Если при спастике мы разжимаем это все, то при плегии мы это сжимаем. Поэтому можно использовать вот эти перчатки, о которых мы с вами уже много говорили в прошлом году. То есть зафиксировали на руке. Взяли вот этот ремешок. Давайте вот чтобы видно было, вот таким образом. Видите, она покрывает 4 пальца. То есть мы продеваем ремешок в петлю и начинаем потихонечку вот сжимать пальцы. Вот насколько получилось сжать, раз, зафиксировали. И вот в этом положении вплоть до часа. И в рамках вот этого часа можно дальше поджимать и по чуть-чуть подтягивать руку. По чуть-чуть еще, подтягивать до полного кулака. Если такой перчатки нет, на самом деле можно использовать самый обычный бинт. Ребят, где купить? Вопрос в комментариях. Всем известный большой китайский сайт. Там это добро, все есть. Ищите, найти можно. По запросу там реабилитация после инсульта. Наткнетесь точно, наберитесь терпения и поищите. Можно использовать бинт. Что касается эластичного бинта, его даже подтягивать не придется, потому что он эластичный, и, соответственно, он давит на вашу руку постепенно. Вот я его растянул, и он потихоньку вот этим давлением сгибает вам пальцы. Как мы это делаем? Сначала мы делаем, здесь лучше кого-то попросить, чтобы было попроще. Сначала мы делаем без натяжения вообще, мы делаем несколько туров на лучезапястном суставе, то есть на нижней трети предплечья. Далее, через внешнюю часть мы начинаем крест-накрест. Вот здесь уже натягиваем бинт. Раз, вот положили, натянули. Не обязательно сразу все пальцы прихватывать. То есть можно частями. Я специально буду удерживать, чтобы вам было понятно. Еще крест. Раз, положили, больше. Допустим, вот так. И вот таким образом мы бинтуем кулачок. Вот таким образом. То есть каждый тур бинта увеличивает давление на ваши пальцы. И что... Зря я вот здесь подтянул. Ладно, давайте вот так сделаем, чтобы просто видно было. Достану. Вот. А каждый тур бинта увеличивает давление, и со временем, вот в течение часа, они начнут поддаваться. То есть потихоньку они у вас сложатся в кулак. Не обязательно, что у вас это получится за один день. Совершенно не обязательно. То есть у кого-то более стойкие контрактуры, у кого-то больше времени рука уже в прямом положении. Но если это регулярно делать день за днем, вы постепенно руку разработаете, вы ее сожмете в кулак. И тогда у вас уже будут пассивные движения в пальцах.
от прямого состояния до кулака. Это про плегию и контрактуру при плегии, разжимательную именно контрактуру. Они чаще при плегии бывают. Теперь поговорим о спастике. То есть вот она рука, камень, здесь все растянуто, расслаблено, ладошка вся вот так собрана в кучку, палец, возможно, вот ушел вот сюда. Начинаем с массажа. Оставляю прям руку вот так. Здесь массаж, друзья мои, на части сгибателей более мягкий. То есть мы гладим. Мы чуть более интенсивно гладим, чтобы повысить трение, чтобы прогреть руку. Мы смещаем, чтобы видно было. То есть мы чуть-чуть скручиваем сгибатели. То есть вот это движение делаем, чтобы вот за счет вот этих смещений чуть-чуть их подрастянуть. Чем более растянутыми они станут, тем легче нам разжать руку. Поэтому здесь мы просто вот смещаем вот это все и гладим с разной интенсивностью. Точечных вот таких массажей, их не надо, разминающих движений, потому что это будет увеличивать тонус. Идти снизу вверх в массажных движениях с большой нагрузкой тоже не надо, потому что это будет усугублять напряжение на сгибателях. Поэтому мы идем наоборот вот в эту сторону. Мы стараемся растянуть, раскатать, расплющить сгибатели, удлинить их тем самым, чтобы нам легче было разогнуть пальцы, разработать кисти пальцев. Вот, поработали. Внешняя часть, вот здесь более активная, это мышца-антагонист, которая разгибает это все, разжимает. Поэтому здесь мы можем подавить, мы можем понажимать, мы можем интенсивно растереть. То есть в первую очередь мы работаем в дальнейшем над этими движениями, чтобы научиться разжимать. За счет тонуса мы умеем сжимать. Даже пусть и неправильно, а вот разжимать у нас не получается. Поэтому вот эти мышцы при спастике у нас доминирующие в реабилитации. Понятно? Вот это пассив, мы его наоборот расслабляем. Это актив, мы напрягаем. Промассировали. Также 5 минут, не больше. Лучезапястный сустав. Также потерли, куда добрались. Ладошку в ладонь. Сейчас пока добраться возможности нет, у нас кулак. Значит, мы растираем внешнюю часть. Разогреваем внешнюю часть. Область большого пальца тоже. То есть, куда мы можем добраться, все мы греем. То есть, нам нужно тепло. Потому что от тепла спастика потихонечку уходит. Рука начинает расслабляться. Далее. Проработали это все, нам надо начинать разрабатывать. Смотрите, друзья мои, не пытайтесь сразу вцепиться в пальцы и разжать пальцы. Делайте все по этапу. То есть у нас кулак, допустим, вот такой самый сложный кулак, еще и ротированный внутрь. То есть вот такая рука. Все, взялись за кулак здоровой рукой и не пытаемся сразу разогнуть, а пытаемся вывести его в более-менее правильное положение. То есть вот это движение. Можно положить и вот сюда его тянуть, чтобы видно было. Вот сюда его тянуть, то есть, чтобы вывести его из этой вот внутренней ротации. Растянули. Более-менее получается. Хорошо. Далее. Начинаем разгибать прям вот этот кулак. Начинаем разгибать. Потому что, смотрите, друзья мои, вот сгибатели, они как бы уходят прям вот сюда на кончики пальцев. И если вы вот здесь более-менее растянули в этом положении, добраться до пальцев будет проще. Поработали в этом положении. Дальше. Согнули кисть по максимуму, пассивно. И, вот что, как ни странно, я разверну руку, чтобы в камере, чтобы вам видно было. И вот здесь чуть-чуть, наоборот, надавили, опустили ее вниз. Вот в этом положении пальцы автоматически чуть-чуть подразожмутся. Какой-то, пусть один. Лучше, если средний. Вы его зацепили и начинаем из этого положения его вытягивать. То
То есть вот оно положение, вот оно положение. И начинаем разрабатывать средний палец. То есть за ним пойдут остальные. Вышел еще безымянный, допустим. Схватили безымянный. Кисть согнута. Кисть согнута в этот момент. Дальше. Там, мизинец. Дальше. Большой палец. Проработали. Проработали. Также. Потом мы с вами хватаемся за кисть пальца, перекрываем пальцы и начинаем потихонечку растягивать всю вот эту историю. То есть вместе с пальцами. То есть не бойтесь возвращаться назад. Мы разработали сначала в кулаке, растянули, потом растянули ладонную часть пальца. То есть у нас получается ладонные и предплечья, они уже растянуты. Теперь мы можем тянуть все вместе. Все вместе. Ладошка к ладошке приложили и начинаем растягивать. То есть это вот последний такой этап, когда вы можете... Ни в коем случае не берите за пальцы, не крутите их дугой. Приложили ладонь к ладони, палец к пальцу. Вот. И вот здесь начинаем уже растягивать. Вот в этом положении, когда вы дойдете вот до этого положения, ну, у каждого оно свое, у кого-то вот такое, у кого-то там больше, чем у меня. Вот здесь можно понадавливать на палец чуть-чуть, потому что, друзья мои, смотрите, вот если руки на столе, у нас пальцы не так и высоко от стола поднимаются, да, вот если вот так посмотреть, вот они поднимаются. Они не гнутся у нас, не встают под 90 градусов, а кто-то пытается так сделать. Не надо, травмируете суставы. Все, растянули. Здесь можно поработать с большим пальцем. Также растянуть. И вот все, у нас с вами открылась ладонная поверхность. Вот здесь мы можем чуть помассировать, также погладить. В случае со спастикой мы, раскатываем. В случае с плегией мы наоборот закатываем. Вот так вот. То есть мы вверх мышцу собираем, когда она не работает совсем. И вниз мы это все раскатываем, чтобы удлинить мышцу, чтобы это наоборот разжалось. И здесь у нас с вами все. Руку выпрямили. Какое-то время она останется прямой. Не продолжительное, но какое-то. Не напрягая руки, не пытаясь делать какие-то активные движения, вам надо поработать с пальцами. Причем это как при плегии, так и при спастическом парезе история одинаковая. Пассивные движения мы должны выполнять обязательно. То есть, вот смотрите, мы собираем в кулак и мы раскатываем, разбираем. Большой палец, как правило, у нас потом отрабатывается отдельно. Он отводится в сторону, и после отведения в сторону он противопоставляется, собственно, чем мы отличаемся от приматов, от обезьян, что у нас противопоставляется большой палец. Это наш хват. Вот это движение тоже, друзья мои, не забывайте, оно важное в дальнейшем, потому что многие вот отваливают палец в сторону, а вот противопоставление не делают вот этого. И хвата потом нет, вот так называемый обезьяний хват получается. Вот, это подготовка руки к основным упражнениям. Итак, вот короткое резюме. Вот какие-то вот такие триггерные точки, которые надо запомнить. Значит, при плегии мы идем снизу вверх. То есть с достаточно большой нагрузкой на мышцы мы собираем, придаем тонус мышц. При спастике мы идем сверху вниз и иногда чуть вбок, то есть мы увеличиваем длину мышцы, мы выводим ее из спазма, чтобы у нас появились свободные движения. И там мы стараемся повысить местную температуру больной конечности. То есть тепло, еще раз говорю, идет за счет притока крови, а кровь у нас, грубо говоря, нормальный кровоток нас лечит. Массаж всей руки 5 минут. Разработка. На разработку здесь побольше. На разработку 15-20
20 минут должно уходить, понимаете? Вот. Далее пассивные движения, вот эти все в пальцах, они быстрые, они выполняются быстро, и фактически на это тратится где-то 5 минут, не больше, потому что за 5 минут вы сделаете какое-то дикое количество повторений, а оно и должно быть большим. То есть от 50 повторений на сжимание, разжимание, на противопоставление большого пальца. То есть 50 повторений в пассиве – это несложно. 50 повторений в активе – это в некоторых случаях невозможно. А вот в пассиве можно. И чем больше вы их сделаете, в разумных пределах, конечно, тем лучше. Вот как мы готовим руку к дальнейшим следующим процедурам. Когда мы будем говорить о лечении положением, о фиксации, то я немного вернусь к этому видео в плане того, что лечение положением можно проводить как до процедуры, так и после процедуры. Но вот это первый этап работы с пораженной верхней конечностью от локтя до пальцев. Пробуйте. Задавайте вопросы, пишите, будем обсуждать и увидимся в следующем выпуске и будем продолжать, так уже, осваивать новые знания в хронологическом порядке, чтобы в дальнейшем у вас был весь объем движений, весь объем работы с кистью, пальцами, предплечьем, чтобы вы могли это включить уже в схему своей реабилитации. На сегодня это все, друзья. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. До свидания и будьте здоровы!